Всем здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал. Снова видео о хвоях. Покажу сегодня вам тех, у кого красивая серебристая заливка на листьях. Еще ее называют сплэшем. И сейчас перед вами моя старушка, хвоя мадам Вибержи. Она у меня уже была когда-то в обзоре, давно, и я ее называла капризулей. И была она капризулей для меня пару лет точно. Не могла я найти с ней общий язык. Все потому, что я не могла найти для нее нормальное место, где бы она хорошо себя чувствовала. Я ее почему-то решила выращивать на подоконнике, на естественном освещении, и это ей категорически не понравилось. Листики, которые она пыталась вырастить, были маленькие, скрученные, часто отпадали. В общем, хотя там и не было прямых солнечных лучей, но вот прям естественное освещение ей не подходило, и все тут. Я даже хотела одно время от нее уже избавиться, потому что вроде растение красивое, и черенки от нее в других домах прекрасно себя чувствуют. А у меня вот с ней вот такая вот беда была. Ну и последним был мой такой шаг, это поставить ее под лампу. Хотя взрослые растения под лампами не растут из-за недостатка места. Но все-таки я поставила там рядом со стеллажом, и случилось такое чудо. Ей понравилось, и она начала растить нормальные листики, которые не отпадают, вырастают нормальных размеров. И все у нее хорошо. Из этого я сделала вывод, что в моих условиях хвоя мадам Вибержи растет нормально только при ламповом свете, а естественное освещение ей не подходит. Ну, это у меня так. Не знаю, может, в других домах, в других условиях она хорошо растет и на подоконнике. Но у меня вот так вот. Молоденькие листики, как видите, вообще покрылись таким розовым загаром. Ну, я этого не планировала, просто она очень активно начала выращивать плеть и тянуться к лампе. Красивая очень хвоя на самом деле. Поэтому, может, у кого она растет при естественном освещении, расскажите, пожалуйста, очень интересно. То ли у меня такая она, только капризная. Ну, сейчас уже все нормально, но на подоконнике я ее, конечно, больше ставить не буду. А это хвоя ЕПЦ 997. Тоже не понравилось ей расти на подоконнике, на ярком освещении. Вернее, ей это понравилось, но листья, которые она начала мне выдавать, не понравились мне. Потому что они начали расти крупные, но практически без серебристой вот этой заливки, без пятнышек. Ну, конечно, пришлось менять условия содержания. Поставила ее тоже под лампу, и вот такой результат. Листья красивые, с пятнышками, по сорту растет. Конечно, заливка не такая, как бывает у этого сорта, бывает еще более яркая, но мне это уже нравится, потому что просто зеленые лопухи, ну, это не очень красиво, потому что все-таки хочется от этого сорта больше таких выраженных пятнышек серебристых. А так сорт быстрорастущий, неприхотливый. Надеюсь, теперь будет еще и по сорту расти, так как вроде нашла для него хорошие условия содержания. Притом, я уже говорила, что лампа, под которой стоят вот хвои у меня, да, она слабая, 18 ватт. И то они у меня стоят прям кучкой-кучкой, то есть там мало попадает прям света для каждой, то есть это не каждая хвоя у меня стоит под лампой. Но вот несмотря ни на что, все-таки искусственный свет как-то для них лучше оказался. А эта красотка меня удивила своей величиной, скажем так, листа, размером листа. Это сорт, который называется Crassipedialata Splash from Vietnam. Когда я покупала черенок, листики были мелкие, ну вот такого размера. И я думала, что это такая стандартная мелколистная хвоя. Но когда она начала разрастаться, листья у нее стали укрупняться. Вот такие вот прям крупные становиться начали листики. И это меня очень удивило. И вместо
мелколистной хвои я получила красивезную хвою со средним листом и с шикарной заливкой. И еще удивил меня череночек от этой хвои. Я посадила дублик. Он еще и решил загореть. Загар, конечно, у него такой странноватый. Не так, как вот у мадам Виберже, когда просто вот это вот серебристые части листика становятся розовенькими. Здесь как-то все выглядит рандомно, как будто бы просто кисточка какой-то с краской побрызгали. Но тем не менее. Но сорт очень красивый, эффектный, быстрорастущий, неприхотливый и активно ветвящийся, что тоже хорошо, потому что меня как-то спрашивали, задавали мне вопрос, как я формирую растения хой, да, кусты. Ну, сразу тогда уже отвечу. Ну, хой – это лианы. Большинство хой, потому что есть, конечно, кустовые формы, сорта кустовые. Но это чаще тонколистные хвои, они не вьются, ну, они очень отличаются от таких хвой. То есть про них мы сейчас не говорим. А такие вот сорта, лианообразные, скажем так, они, конечно, будут все равно стараться куда-то лезть, ползти. Конечно, это будет. Но есть сорта, которые самостоятельно начинают ветвиться. То есть они при земле, вот здесь, там, да, у земли, сами начинают из нескольких точек роста выдавать побеги. Такие хвои я, конечно, не буду сажать по несколько черенков в один горшочек, потому что тогда нужно искать какой-нибудь огромный горшочек. А если все-таки такие сорта, которые не ветвятся самостоятельно, да, то их спокойно подсаживаю несколько черенков в один горшок. Вот, например, та же мадам Виберже, там у меня посажено 2 или 3 черенка. И не только она, другие хвои также. То есть я делаю дубли и сажу 2-3 черенка в один горшочек. Еще можно, кстати, посадить хвои, которые просто схожие по своим условиям содержания. Например, 2 мелколистные просто хвойки можно посадить вместе. У меня хишкелиана варигатная и валениана варигатная растут вместе. Еще можно посадить хвои, которые просто из одного, скажем так, одного сорта, но разный окрас. Ну, как объяснить? Например, макрофила варигатная и макрофила pot of gold. То есть будет очень и красиво, и эффектно, ну и как бы экономия места. То есть посадить 2 такие хвойки в один горшочек. Ну, это мы уже немножко отвлеклись. Так, красипетиолата. Сейчас покажу следующих красоток. Это хвоя, новиночка в моей коллекции. Называется она Mitrata Splash. Когда я фото смотрела, я как-то не впечатлилась сразу, а потом на видео у какого-то иностранного блогера я увидела вот эту вот окантовочку салатового цвета на листиках, и мне она так понравилась. И когда я увидела эту хвойку вживую, я поняла, что я правильно угадала с сортом, который хочу. Она действительно выглядит очень круто. У нее из-за вот этой окантовочки кажется, что лист какой-то объемный. Вроде неоновая подсветка по нижнему краю вот здесь вот листа. В общем, эффектная хвойка. Ну и, конечно же, серебристые пятнышки добавляют такой оригинальности листикам. Растет она быстро. Она меня удивила скоростью роста своим. Она сразу стартанула. Кстати, вот такую хвою, как Mitrata, я тоже, допустим, не буду сажать несколько черенков в один горшочек по той причине, что она любит куститься. Она любит сначала растить короткие междоузлия, а потом выдавать плеть длинную. То мне кажется, что в горшочке и одного черенка будет достаточно. Да, ее уже нужно пересаживать, но я все побаиваюсь, потому что я сейчас так их активно поливаю из-за жары, что боюсь теперь не засушить, а залить. Поэтому пока справляюсь, я ее поливаю в таком стаканчике и немножко начала удобрять. А чуть попозже уже все-таки придется пересаживать. Но пока опасаюсь. Такая вот красоточка. Да, а у вот этой вот красипетиолаты вот это вот тоже избыток света. Такие листья, я уже заметила. Они как начали вот прям не просто загорать, а сгорать. Это плохо, конечно, для хвои, но дальше уже листики нормальные пошли, поэтому
все нормально. Еще один сорт, который у меня достаточно давно, это Cayudata Splash или Cayudata Silver. Он меня удивил после того, как я поставила черенок под лампу. Удивил именно тем, что листья проявили свой окрас настоящий, да, то есть вот этот вот серебряные пятна, они стали такими яркими, и листья начали загорать. Но именно самое главное, это вот пятнышки серебристые, вот этот сплэш стал очень ярким. И Cayudata проявила себя. Листья плотные, красивые, вообще сорт шикарный, просто шикарный. Материнское растение у меня все время росло на естественном освещении. И такой красоты не было. Ну да, такие мелкие серебряные пятнышки, вроде как красиво и ладно. А когда вот я поставила под лампу, то тут вообще красота. Из этого я сделала такой вывод для себя, что все-таки нужно сплэшные сорта изначально, ну, максимально возможное время выращивать под лампой. Я замечаю, что им там больше нравится. Есть, конечно, такие, которые спокойно у меня растут и на естественном освещении, как пубикаликс я показывала. Он у меня все время стоит на подоконнике, никогда его никуда не ставила. Там лошадь у меня такая, под подсветку ни под какую он бы и не влез. Но это только касаемо, наверное, его. Все остальные сорта у меня под лампой. Сплэшные. Ну, красивее выглядят, я имею в виду. Так-то выращивать хорошо и на подоконнике. Но по моим наблюдениям, самые красивые листья, самая красивая заливка все-таки даже под слабой лампой получается. Такая красотища. Эта хойка тоже еще совсем новиночка у меня, совсем маленькая. И свою красоту, конечно же, не может показать, но все равно хочется запечатлеть ее, когда она еще маленькая, а потом уже показать, когда будет взрослая. Это ундулата, как у нас она идет как ундулата с круглым листом. Она намного красивее, чем передает камера. Даже сейчас у нее лист такой плюшевый немножко, что ли, очень приятный на ощупь. И вот эта вот заливка на листике, она двухцветная. И серебристая, и такая более серенькая, что ли. Из-за этого как эти пятнышки, они как будто бы объемные. В общем, хойка перспективная и красивая. Я видела, как выглядит взрослое растение, мне оно очень понравилось, поэтому я думаю, что моя тоже будет красоточка. Правда, пока очень маленькая. Но она быстро стартанула расти, поэтому я надеюсь, что в скором времени уже будет что показать действительно, чтобы полностью продемонстрировать этот сорт. Такая красивая. Ну и самая яркая на сегодняшний день моя новиночка – это Хоя Светлана. Она меня очень удивила, потому что я не ожидала, что я свои листики вот эти вот получу настолько красивые. Вот листья, с которыми я приобрела черенок, да, они и светлее, и окрас такой не сильно выраженный. Я имею в виду именно сплэшность, именно вот эта серебристая, вот эта заливочка. Ну, есть, конечно, но как-то вот не так смотрится. Но когда я увидела вот эти вот шикардосные листья, это вообще, ну, очень же красиво. Мне никогда как-то Светлана не нравилась. То есть у меня есть бахой. Мне казалось, что ну, чем она может меня заинтересовать. И тут вот такая красота. Да, это сорт очень эффектный. Тоже она у меня быстро стартанула в рост. Ну, пока она еще очень маленькая, ничего не могу сказать там по капризности, как, что будет дальше. Но пока это очень красивые листья. Очень красивые. Плотные очень. Прям такие картонные-картонные. Боюсь ее поливать сильно, потому что все-таки листья плотные, чтобы не залить. Ну, вот такая вот красота. Вот такие вот хои, которые я хотела показать сегодня вам. Вроде ответила на вопрос по поводу формирования кустиков. Ну, еще повторю, что есть просто сорта, которые сами ветвятся.
могут сами ветвиться, и тогда просто нет смысла, допустим, да, садить несколько черенков, ну, вот как вот эту красипетиалату, которую я сказала, да. А есть хвойки, которые растят вот такие коротенькие междоузлия, и тогда тоже нет смысла подсаживать еще черенок, потому что листики будут друг другу мешать. Ну, а есть сорта, которые, конечно же, и можно, и нужно сажать по нескольку черенков в один горшочек, потому что так будет и красивее, и экономия места. Чаще так поступают с мелколистными хвойками. Они тогда выглядят более пушистыми, кустики, более красивыми. В следующий раз как-нибудь покажу, как мои растут. Я когда-то уже показывала, как растут мои валениана, варигатная и хишкелиана. Единственное, что когда вот садить разные сорта в один горшочек, нужно все-таки подбирать действительно по схожести в уходе.